Когда специалист по криминалистике переступает черту и сам берет в руки оружие, возникает вопрос, где проходит граница между знанием о преступлении и влечением к нему, что делает человека опасным. Пистолет в ладони, злоба, читаемая в мимике, или, наоборот, спокойствие на лице, подкрепленное знанием, как исчезают тела, как следователи читают улики, и как эти улики можно превратить в туман. Эшли МакАртур, женщина из Пенсаколы, штат Флорида, с образованием криминалиста и с мужем полицейским, на первый взгляд совсем не похожа на убийцу. Внешне типичная сотрудница приемного офиса, скорее вежливая администраторша, чем фигурант дела об исчезновении. Но именно такие люди и вызывают самую глубокую тревогу. Они из числа своих, кому безоговорочно доверяют. А значит, предательство от них ощущается особенно болезненно. Эта история не просто о жадности, это рассказ о предательстве, слепом доверии и той точке, где деньги становятся поводом для убийства. Всего 34 тысячи долларов, и жизнь рушится. Действие разворачивается на фоне раскаленной, пропитанной влагой Флориды в сентябре 2017 года. Здесь ложные сообщения, несостоявшиеся любовные линии, разрушенные судьбы и одна неглубокая могила. Пролог. Дружба, развод и деньги. На первый взгляд все начиналось почти обыденно. Тейлор Райт, 33-летняя женщина, недавно ушедшая из полиции, находилась в эпицентре личной бури. Развод, сложные отношения с бывшим супругом по имени Джефф, потеря опоры в виде семьи. Сын остался с отцом, а ей достались долги, обязательства по алиментам и отчаянная попытка удержать контроль над своей жизнью, хотя бы внешне. Как это часто бывает в юридических конфликтах, Тейлор пошла на отчаянный шаг. Сняла деньги с совместного счета, импульсивно, почти инстинктивно, не чтобы сбежать или тратить, чтобы защититься. Сумма была весомой – 34 тысячи долларов. Судья постановил вернуть их немедленно, намекнув, в противном случае грозит заключение. В поисках выхода она решает спрятать деньги. Не у себя, слишком рискованно. Ее выбор падает на Эшли МакАртур, женщину, с которой она сблизилась за год до этого. На тот момент Эшли уже не работала в криминалистике, а управляла семейным бизнесом. Обслуживала музыкальные автоматы в барах, но в прошлом она была судебным экспертом. Лишь полгода, но в глазах Тейлор этого оказалось достаточно, чтобы счесть ее надежной. Тем более Эшли была замужем за полицейским, коллегой Тейлор. Мир оказался тесным, связи плотными. Все казалось правильным, безопасным, почти домашним. Классическая ошибка. Мы склонны оценивать людей по их прошлому, по тому, кем они были. Но время меняет не только внешность. Оно изменяет и суть. Исчезновение. В начале сентября 2017-го Тейлор Райт почувствовала, как петля медленно, но неумолимо затягивается. Судебное заседание приближалось, и деньги нужно было вернуть. Эти 34 тысячи долларов, которые она передала на хранение Эшли МакАртур, теперь оборачивались бременем. Тейлор пыталась договориться о встрече, просила вернуть то, что принадлежало ей. Но Эшли всякий раз уклонялась. Обещала, откладывала, придумывала предлоги. Тейлор раздражалась. Но за раздражением зрело беспокойство. В пятницу, 8 сентября, Эшли наконец приехала. По ее словам, они должны были поехать в банк. Но поездка в банк обернулась исчезновением. После половины 12-го дня Тейлор перестала выходить на связь. Ни ответов, ни звонков, ни вестей. К вечеру тревогу забила ее девушка, Кассандра. Но в полиции восприняли ее слова с прохладой. Взрослый человек имеет право на тайну. Таков был подход. Отсутствие признаков насилия не считалось поводом для немедленного реагирования. Кассандра пыталась объяснить, Тейлор не из тех, кто просто исчезает. Она не оставит сына, не прервет связь без причины. Позже на телефон Кассандры пришло сообщение, якобы от Тейлор. В нем говорилось, что она хочет побыть одна. Но интонация была чужая. Сообщение звучало, как написанное по инструкции без души, без узнаваемого душевного почерка. Кассандра не поверила. И была права. Подруга, которой не стоит доверять, Что происходило на самом деле, стало ясно не сразу. прошли недели прежде, чем мозаика начала складываться. Версия Эшли МакАртур выглядела странно с самого начала. Она утверждала, что в тот день они катались на лошадях, а потом Тейлор якобы вызвала такси и отправилась в бар. Все это звучало неправдоподобно и слишком спокойно. Эшли рассказывала, как будто читала выученный текст. Ни тревоги, ни следа волнения. И главное, ни малейшей инициативы помочь в поисках. Телеконные данные разрушили эту выдуманную картину. Анализ сигналов сотовых сетей показал, ни у банка, ни в баре их не было. Вместо этого оба устройства, и Тейлор, и Эшли, фиксировались на территории фермы, принадлежавшей семье МакАртур. Уединенное место вдали от глаз и ушей. Там, где ничто не мешает, ни люди, ни камеры.
19 октября полиция провела обыск. В неглубокой яме они обнаружили тело Тейлор. Ее застрелили, выстрел в затылок. Ни попытки спрятать, ни маскировки. Просто земля и тело. Как будто убийца был уверен. Искать никто не станет. Или станет, но слишком поздно. СМС от мертвой женщины. После убийства Эшли МакАртур еще несколько дней пользовалась телефоном Тейлор. Она отправляла сообщения ее девушке и другим людям, пытаясь поддерживать иллюзию. Мол, Тейлор уехала по делам и просит не беспокоить. Эти сообщения выглядели странно. Холодные, отстраненные, они не походили на стиль, в котором Тейлор обычно общалась с близкими. Ни тепла, ни юмора, ни характерных слов и выражений. Только сухие фразы, словно собраны по инструкции. Это насторожило. Подобные изменения в манере речи — тревожный сигнал, и криминалисты умеют его читать. Психолингвистический анализ таких текстов давно стал частью практики. Вскоре стало ясно, пишет не Тейлор. Пишет кто-то другой. Человек, который старается не ошибиться. И именно это старание его выдает. Любопытно, именно попытка казаться отстраненной изгубила Эшли. Те, кто подделывает чужую речь, часто инстинктивно удаляют из нее эмоции, чтобы не перегнуть. В результате получается бесстрастный текст, лишенный интонации, узнаваемого голоса. Получается ровно то, чего человек никогда бы не написал сам. Мотивация. Деньги и любовник. Пока Тейлор отчаянно пыталась вернуть свои деньги, Эшли МакАртур уже тратила их. Не скрытно, не из необходимости, а вызывающе. Словно эти 34 тысячи долларов принадлежали ей. Деньги уходили на любовника. Брэндона Бичема, владельца бара с броским названием Sticks Billiards. Это не было просто расточительство. Это было спектаклем. Эшли покупала мотоцикл и лодку, дарила оружие. Возможно, не ради жеста, а ради ощущения власти. Это была не романтика, а демонстрация. Потребность понравиться, купить расположение, выстроить образ. Кто она была в этот момент? Главная героиня полицейского триллера или режиссер, уверенный, что контролирует сюжет? Но когда Тейлор начала настаивать, требовать свои деньги обратно, Эшли сделала выбор. И выбрала убийство. Это был не первый ее порыв к насилию. Ранее она уже пыталась избавиться от Тейлор, подмешав кокаин в пиво. Та почувствовала странный вкус, насторожилась и не стала пить. Не сработало. Тогда по старинке. Пуля в затылок, неглубокая яма, без следов, без свидетелей, без шанса на второй шанс. И все это ради человека, который, по его же словам, не испытывал к ней особой привязанности. Брэндон открыто заявил полиции, у него были и другие отношения, параллельно с Эшли. Он воспринимал подарки как приятный бонус, не более. Горький контраст. Ради мимолетного внимания, ради иллюзии любви Эшли пошла на предательство и убила женщину, которая ей доверяла. Ход следствия. Сначала Эшли МакАртур арестовали вовсе не за убийство. Ее поймали на мошенничестве. Она подделывала контракты, подсовывала фиктивные документы владельцам заведений, где размещала музыкальные автоматы. Именно за это ее и взяли. Ирония в том, что уголовная система реагирует на финансовые нарушения быстрее, чем на исчезновение взрослого человека. Факт, который невольно бросает тень на сам принцип правосудия. Что в конечном счете ценится выше – человеческая жизнь или деньги? На допросах Эшли вела себя спокойно, даже слишком. Вежливая, улыбчивая, она не уклонялась от встреч с полицией, не проявляла ни капли беспокойства. Говорила одно и то же, как по сценарию, без колебаний. Почти все офицеры, работавшие с ней, отмечали, ее поведение настораживало. Оно не было естественным. Такое абсолютное спокойствие нередко встречается у тех, кто сам когда-то работал с уликами. Паника выдает. Спокойствие может обмануть. Одной из фатальных ошибок Эшли стала запись с заправки. Камера засняла, как она покупает бензин в канистре. Позже на территории фермы был найден обгоревший мобильный телефон. Экспертиза показала, это один из старых телефонов Тейлор. Пламя должно было уничтожить следы. Но уничтожило не все. Эшли пыталась зачистить цифровые хвосты, но сделала это поспешно и небрежно. И все же дело по-настоящему сдвинулось благодаря одной женщине — Кассандре, девушке Тейлор. Несмотря на холод между ними в последние недели, именно она не дала делу уйти в тень. Она звонила, писала, добивалась. Давила на полицию, обращалась к журналистам, поднимала шум. Она рассказала о странных сообщениях, поделилась своими подозрениями насчет Эшли. И именно ее упорство стало тем ключом, который открыл путь к расследованию. Цифровые следы. Дело МакАртур стало показательным. В нем были широко использованы так называемые цифровые следы. Их оставила Эшли МакАртур. И они стали одной из главных причин, по которым версия обвинения оказалась столь убедительной. Самыми важными оказались данные сотовых сетей. Телефоны Эшли и Тейлор одновременно фиксировались в той же точке, на территории фермы семьи МакАртур. Не в городе, не у банка и не в баре, как утверждала Эшли, а именно там, где позже нашли тело. Это лишило ее алиби. История передвижений также расходилась с ее словами.
Локации, зафиксированные по GPS и вышкам, рассказывали совсем другую историю. Поверх этого ложного фундамента обрушилась и еще одна улика. После исчезновения с телефона Тейлор продолжали приходить сообщения, но их стиль вызывал сомнения. Эксперты по лингвистике проанализировали текст и пришли к выводу. Пишет другой человек. Интонации не совпадали, манера общения была чужой. Когда следователи начали изучать все каналы связи, обнаружилось и нечто более конкретное – видеозапись с заправки. На ней Эшли покупала бензин в канистре. Позже при обыске на ферме нашли обгоревший мобильный телефон, один из старых аппаратов Тейлор. Очевидно, Эшли пыталась уничтожить следы, но сделала это топорно и не полностью. К этому добавились зафиксированные траты. Мотоцикл, лодка, оружие – все это приобреталось на деньги, которые Тейлор доверила Эшли. Та самая сумма, которую она хотела защитить от суда. Цифровой след, оставшийся от этих покупок, окончательно разоблачил ее. Эти данные, на первый взгляд незаметные и разрозненные, сложились в мощный, непротиворечивый массив. Именно цифровая логика разрушила иллюзию и подтвердила правду. Игра на публику во время суда. На суде Эшли МакАртур пыталась выстроить образ жертвы обстоятельств. Она появлялась в строгих, скромных нарядах, старалась выглядеть сдержанно и внушительно. Поведение ее оставалось таким же, как и на допросах. Без эмоций, без волнения. Защита делала ставку на отсутствие прямых доказательств. Никто не видел самого убийства, никто не слышал выстрела. Все, мол, может быть иначе. Но реальность оказалась не на стороне теорий. Совокупность косвенных улик оказалась непробиваемой. До главного процесса Эшли уже была осуждена. За те самые махинации с музыкальными автоматами. 7 лет заключения. Но это было только прелюдией. В августе 2019-го началось главное разбирательство. Защита продолжала настаивать. Улик в классическом смысле нет. Все только косвенное. Но для присяжных этого оказалось достаточно. Их не обманул образ, не убедила показная сдержанность. Поведение, ложь, цифровые следы, финансовый мотив – все сошлось. 30 августа Эшли МакАртур была признана виновной в преднамеренном убийстве первой степени. Приговор – пожизненное заключение, без права на досрочное освобождение. Судьбы МакАртур и Тейлор. С самого детства Эшли МакАртур, рожденная в 1977-м, жила в мире, где знали не только, как устроен бизнес, но и как обойти закон. Это была не криминальная среда в классическом смысле. Скорее старая, теплая, почти добропорядочная Флорида, где многое решалось через личные связи, а не через налоговые формы. Мелкий обман, неучтенная наличность, договоренности по понятиям. Все это было частью жизни. Образование она получила, но подробности неизвестны. На каком-то этапе решила попробовать себя в криминалистике. Устроилась в офис шерифа округа Эскамбия, однако проработала там всего около полугода. Ушла якобы по состоянию здоровья, после аварии и жалоб на спину. Но коллеги говорили, настоящая причина в другом. Эшли не приживалась в дисциплине, где нужно подчиняться, следовать уставу. Она никогда не чувствовала себя частью строгой системы. Ее зона комфорта, чем серая область между законом и личным интересом. Позже вышла замуж за полицейского по имени Зак МакАртур. Именно через него и познакомилась с Тейлор. Эшли обладала харизмой и умением располагать к себе. В барной среде, где она вращалась как по делам, так и ради удовольствия, ее называли душой компании. Но за обаянием скрывались расчет и дистанция. Друзей она выбирала, как выбирают деловых партнеров. Полезно или нет. Судя по свидетельствам, у нее был четкий поведенческий рисунок. Риск, аферы, азарт, влюбленности, щедрые подарки. При этом абсолютное внешнее спокойствие. Для людей вроде нее мир делится на тех, кто успевает первым, и тех, кто остается в проигрыше. Увы, она попыталась доказать свою правоту ценой чужой жизни. Тейлор Райт была младше на 6 лет. Выросла в другой среде, там, где важны были труд, дисциплина и внутренняя честность. Близкие вспоминали, у нее с детства был внутренний компас. Она не просто стремилась к порядку, она ощущала, где проходит граница между правильным и допустимым. Не наивная, но прямолинейная, она часто шла в лоб, не делая скидок на ни себе, ни другим. Такой характер легко приводит к острым конфликтам. И с системой, и с близкими. В полиции она дослужилась до звания детектива, но позже покинула службу. Кто-то говорил из-за выгорания, кто-то, что хотела сосредоточиться на личной жизни и сыне по имени Дрейк. Брак с мужчиной по имени Джефф закончился тяжелым разводом, разделом имущества и спором за ребенка. Суд присудил опеку отцу, а Тейлор обязали выплачивать алименты. Это стало тяжелым ударом, но не сломало ее. По воспоминаниям подруг, она оставалась сильной и решительной. Пыталась начать новую жизнь с женщиной по имени Кассандра. Она не хотела быть слабой, именно поэтому решилась на риск. Сняла деньги со счета, чтобы хотя бы немного вернуть себе ощущение контроля.
Что особенно важно, даже переживая личные катастрофы, Тейлор оставалась человеком, глубоко ориентированным на справедливость. Она искала ее не в законе, а в человеческих поступках. Тейлор была человеком, у которого отобрали стабильность, ребенка, веру в справедливость, но она все еще старалась жить честно. Обе женщины вышли из мира, где ежедневно сталкиваются с последствиями преступлений. Но одна жила, чтобы искать справедливость, другая, чтобы обойти ее. Как Эшли отбывает наказание? Сегодня Эшли МакАртур находится в Лоуэлл, крупнейшем женском исправительном учреждении Флориды, в городе Окаилла. Тюрьма под управлением Департамента исправительных учреждений штата. Пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Таков ее приговор. Еще 7 лет формально числится за ней по делу о мошенничестве, но эти сроки уже ничего не решают. У судьбы не бывает поблажек, если речь идет о преднамеренном убийстве. С момента приговора прошло несколько лет. Ни апелляций, ни заявлений, ни интервью. В отличие от других заключенных, Эшли не стремится говорить, не дает интервью, не ищет внимания. Она исчезла не только с карты мира, но и с поля публичного интереса. И это, пожалуй, самое точное завершение ее пути. Можно гадать, молчание — это принятие или выжидание, смирение или стратегия. Бывает, что люди, совершившие преступления, с годами пытаются рассказать свою версию, переписать прошлое, но Эшли выбрала тишину. Или тишина выбрала ее. Пока она живет по распорядку исправительного учреждения, ее имя медленно растворяется в архиве, а история, в которой жадность и предательство победили доверие, остается на поверхности, как напоминание. О том, что трагедия не всегда начинается с ярости, иногда она начинается с улыбки. Зло не имеет лица. Эта история не оставляет легкого послевкусия. Она оставляет тяжесть, как от неразгаданной тайны, где все вроде бы ясно, но по-прежнему непонятно одно — как. Как человек, который изучал улики, сам стал уликой. Как кто-то, кому доверяют, превращается в того, кто стреляет в затылок. Может быть, ответ прост: зло не имеет единого лица. Оно может быть тихим, может улыбаться, может даже носить форму. Но когда доверие ломается, оно делает это беззвучно, и обломки режут куда больнее, чем пули.